Добрый день! Рада приветствовать вас на канале Радуга Творчества. Сегодня мы с вами будем вязать подарок на 8 марта. Это розы в горшочке. Для работы нам потребуется пряжа бежевого либо светло-коричневого цвета, зеленого цвета. И для вязания самой розочки любая цветная пряжа. Для работы я беру крючок номер 2. Начинаем работу с цветной пряжи. Набираем цепочку из 31 воздушной петли. Теперь отсчитываем 4-ю от крючка петлю, 1, 2, 3, 4, и сюда в 4-ю петлю провязываем столбик с накидом. Первые 3 петли у нас были за столбик с накидом, и 1 это воздушная петля, то есть всего 4 петли получилось. Далее делаем накид, 1 петлю пропускаем, во 2-ю провязываем столбик с накидом, набираем воздушную петлю и сюда в эту же петлю провязываем еще столбик. Далее следующую петлю пропускаем, во 2-ю провязываем столбик, воздушная петля и снова столбик в эту же петлю. Теперь мы вяжем до конца воздушных петель вот такие элементы. 1 пропускаем, во 2-ю столбик, воздушная петля, столбик. Второй ряд цветка. Набираем 3 петли, работу разворачиваем. Вот сюда в арку, что мы здесь провязали столбик с накидом, потом воздушная петля и столбик. Вот в эту арку мы провязываем столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли и сюда в эту же арку провязываем еще 2 столбика. Вот так должно получиться. Далее переходим к следующей арке. К такому же элементу здесь провязываем 2 столбика, 3 воздушные петли и снова в эту же арку 2 столбика. И далее так мы вяжем до конца ряда. Снова переходим к следующей арке, провязываем 2 столбика, 3 воздушные петли, 2 столбика. Третий ряд цветка. Набираем 3 петли на подъем, работу разворачиваем, вот сюда в эту арку провязываем 10 столбиков с накидом. Провязали 10 столбиков. Теперь между элементами с арками у нас есть вот здесь небольшая арка, под нее поддеваем крючок и провязываем столбик без накида. И теперь над каждым таким элементом мы провязываем по 10 столбиков. Делаем накид, в эту арку вяжем 10 столбиков с накидом, затем между этими элементами продеваем крючок, провязываем столбик без накида и далее так повторяем до конца ряда. Довязала последний лепесток. И вязание этого ряда заканчиваем следующим образом. В последний столбик предыдущего ряда продеваем крючок и провязываем соединительный столбик. Всего получилось у нас 14 лепестков нашей розочки. И теперь мы ее будем собирать. Просто берем и вот так вот скручиваем аккуратно. Розочку собрали, теперь ее нужно закрепить. Вдеваем иголку в нитку и просто произвольно в нескольких местах прошиваем. Сейчас нам нужно еще серединку будет вытащить. Мы вот так продеваем иголку. Вот так мы здесь вдели в первый лепесток и теперь его вот так немножко затянем. Ну, чтобы здесь серединка красивая была. И так несколько стежков делаем. Тем самым закрепим все лепестки, чтобы она у нас не расползлась. Теперь будем вязать заднюю часть розочки. Для этого берем зеленую пряжу и набираем скользящую петлю 6 столбиков без накида и замыкаем в кольцо. Второй ряд. В каждую петлю делаем прибавку, провязываем по 2 столбика в одну петлю. В конце этого ряда у нас получится 12 столбиков.
Третий ряд. Петля на подъем. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю делаем прибавку, провязываем 2 столбика в одну петлю. И так мы вяжем до конца ряда столбик, в следующую петлю прибавка. В конце этого ряда у нас получится 18 столбиков. Четвертый ряд. В первую петлю провязываем соединительный столбик, далее делаем накид, в следующую петлю провязываем столбик с накидом. Затем двойной накид. Сюда в эту же петлю столбик с двойным накидом. Затем набираем 2 воздушные петли и делаем пико. То есть в основании столбиков вот так продеваем крючок и соединительная петля. Далее делаем накид. Сюда в эту же петлю, куда мы вязали столбики, мы провязываем столбик с одним накидом. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. И повторяем вязать вот такие элементы до конца ряда. Вот что у нас должно получиться. Теперь мы берем и пришиваем к задней части розочки. Теперь будем вязать листики. Для этого берем пряжу зеленого цвета и набираем цепочку из 10 воздушных петель. Теперь в третью от крючка петлю, первая, вторая, третья, вот сюда, провязываем столбик с накидом. Затем сюда, в эту же петлю, еще один столбик. В следующую петлю столбик с накидом. В третью петлю столбик с накидом. В четвертую петлю столбик с накидом. В пятую петлю столбик без накида. В шестую столбик без накида. В последнюю петлю провязываем соединительный столбик, затем делаем воздушную петлю, разворачиваем листик, сейчас будем вязать по обратной стороне. Сюда в эту же петлю, в крайнюю, последнюю, провязываем соединительный столбик. И по обратной стороне нам нужно провязать точно так же в обратном порядке. Во вторую петлю провязываем столбик без накида. Третью петлю столбик без накида. Далее столбик с накидом. В четвертую, в пятую столбик с накидом. В шестую столбик с накидом. В последнюю петлю провязываем 2 столбика с накидом. И делаем соединительную петлю с первым столбиком. Вот листик наш готов. Таких нам нужно 2 штуки. Отрезаем ниточку, оставляем небольшой хвостик. Вот таких 2 листика у нас должны получиться. Теперь берем бежевую пряжу и будем вязать горшок. В скользящую петлю набираем 6 столбиков без накида и замыкаем в кольцо. Второй ряд. В каждую петлю делаем прибавки, провязываем по 2 столбика в одну петлю. В конце этого ряда у нас получится 12 столбиков. Третий ряд. Петля на подъем. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю делаем прибавку, провязываем 2 столбика в одну петлю. И так продолжаем вязать до конца ряда. В одну петлю столбик, во вторую прибавка. В конце этого ряда у нас получится 18 столбиков. Четвертый ряд. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю столбик, в третью делаем прибавку. И так продолжаем вязать до конца ряда. 2 столбика, затем прибавка. В конце этого ряда у нас получится 24 столбика. Пятый ряд. Будем вязать за заднюю стенку петли. Вот это передняя петелька, вот это задняя. Сюда провязываем столбик. Переходим к следующей. Также за заднюю стенку петли столбик. И так в каждую петлю. В одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 24 столбика. С 6 по 11 ряды вяжем без изменений в одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 24 столбика. Провязала 11 рядов. Вот такой горшочек у нас получился. Сейчас пока мы его откладываем в сторону. И нужно будет сейчас связать крышку для горшка, чтобы он у нас не был открытым.
Вы можете связать темно-коричневой пряжей ее, это у вас как будет земля. Я просто сделаю крышку, как будто горшок закрытый. Набираем скользящую петлю 6 столбиков, замыкаем в кольцо. Второй ряд. В каждую петлю делаем прибавку, провязываем по 2 столбика в одну петлю. В конце ряда у нас получится 12 столбиков. Третий ряд. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю делаем прибавку. И далее продолжаем столбик, затем прибавку. В конце ряда у нас получится 18 столбиков. Четвертый ряд. В первую петлю столбик, во вторую столбик, в третью прибавку. И так продолжаем до конца ряда. 2 столбика, затем прибавку. В конце ряда у нас получится 24 столбика. На этом закончили вязание. Теперь что делаем? Берем горшок. Нам понадобится обычная пластиковая крышка от любой бутылки. Вставляем ее в горшок, чтобы у нас горшок принял форму. Далее нам нужно будет положить в крышку какой-нибудь утяжелитель и наполнить синтепоном. Затем мы кладем сверху крышку и пришиваем к горшку. Все детали связаны, теперь будем собирать нашу розу. Нам потребуется зубочистка и небольшой отрезок зеленой нити. Сейчас берем и обматываем зубочистку зеленой нитью, попутно привязывая листочки. Обмотали, и теперь снизу нужно закрепить нить к зубочистке суперклеем. Теперь что делаем дальше? Нижнюю часть вставляем в центр горшка, также закрепив клеем, и одеваем цветок. Цветок мы также прикрепляем к зубочистке клеем. Наша розочка готова. Посмотрите, какая красивая получилась. Отличный подарок на 8 марта. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока!